Это обещанное видео про изготовление моего нового разборного лука из ПВХ-трубы, его демонстрация, испытания и стрельбы. Думаю, вы не найдете в интернете лука с таким сочетанием характеристик, как у этого. Я сделал лук чрезвычайно легким и компактным. Он полностью помещается в колчан вместе с 12 стрелами. Как видите, лук собирается и разбирается за считанные секунды. Основа лука – это найденные мной выброшенные кем-то обрезки ПВХ-трубы толщиной стенки 2 мм. Найти в продаже сантехническую ПВХ-трубу я не смог. Повезло найти. Но в продаже есть ПВХ-кабель-канал. Правда, толщина стенки у него всего 1 мм. Лук из такого не сделаешь. Зато я усилил им изнутри плечи моего лука. Таким образом, мой лук собран из 5 трубок, а наименьшая толщина плечей моего лука не 4, а 6 мм. Отсюда повышенная сила натяжения. В коробке 10 слоев гофрокартона. Эту мишень не должно пробивать. Сейчас, когда я озвучиваю это видео, мой лук выглядит совсем иначе. Во-первых, я закамуфлировал лук тканью защитного цвета. Сейчас пропитаю ткань полимером, мой лук превратится в композитный и станет куда мощнее. Во-вторых, я поставил на тетиву глушитель, довел до ума припсайт и прицел. И в-третьих, я добавил к луку самодельный навесной кивер оригинальной конструкции. Конечно, можно купить лук в магазине, но в серийной продукции нет индивидуальности и теплоты человеческих рук. Меня это не устраивает. Кроме того, покупные луки все очень тяжелые, поэтому я заказал кевлар и карбон, жду посылку. Следующий мой лук будет сверхлегким и мощным. И я думаю, он будет блочным. Хочу сделать блочный лук в 2 раза легче покупного. Ради жесткости рамы, рукояти которой крепятся плечи, блочный лук производители делают излишне тяжелым. А ведь массу можно сократить за счет грамотной конструкции. Я уже разрушил один прототип. Думаю, в кевларовом исполнении он будет прочнее. В любом случае, моделирование блочного лука еще не закончено. Если видео вызовет отклик, смонтирую и озвучу подробное видео. Сниму продолжение. Демонстрация лука затянулась, дальнейшее видео посвящено его изготовлению. Изготовление, часть 1, обзор конструкции. Как видите, лук состоит из 3 частей: тетива, плечи и центральная часть — рукоять. В самой тетиве ничего новаторского нет, однако я расскажу. Не все знают, как делать такие вот оплетки. Зато в плечах есть новаторство. Как видите, плечи усилены внутренней вставкой. Про нее я тоже отдельно расскажу. Изготовление, соединение будет отдельная часть в этом видео. Ну и сама за себя говорит форма рукояти. Как видите, она фасонная, позволяет стрелять таким образом, чтобы при выстреле древко не отклоняло полет стрелы. Но прежде чем делать этот фасонный лук, я потренировался на вот более простой модели. Как видите, она тоже составная и тоже усиленная. Если вам видно, посмотрите внутрь или вот сюда. Видите, она тоже усилена. Но она усилена не трубкой, а скрученной в рулончик вот такой штуковиной. Это сайдинг. Как вы понимаете, он был вот такой длины. Для чего я делал такой прототип? Во-первых, я его сделал для того, чтобы его разрушить. Посмотреть пределы его прочности. Пределы прочности оказались просто чрезвычайно мощными. Он очень жесткий. Несмотря на такие короткие плечи, получалось из него стрелять. Вот я его здесь сломал. Сломать было непросто, но после того, как я его сломал, он уже для стрельбы не пригоден. Это первое предостережение. То есть теоретически ПВХ лук можно сломать. Но это не так просто. А второе, будьте осторожны с перегреванием ПВХ. То есть если вы в одном месте будете греть феном, могут возникнуть вот такие вот проблемы.
запечься он может, будет вулканизироваться, я проверял, либо полости внутренние начнут вскипать и вот образовываться вот такие вот пузыри. И еще пару слов хочу сказать по поводу сайдинга. Сайдинг просто замечательный материал. Посмотрите. Из него можно делать вот такие вот чехлы. Не знаю, как его пока оформить. Подвес. Может быть, подскажете. Ну и вот такие вот чехлы тоже возможны. Часть вторая. Про плечи. Для изготовления усиленных плечей, кроме обрезка трубы, нужен еще и кабель-канал. Я использовал обрезок длиной 26 дюймов или 66 сантиметров. Теперь надо хорошенько нагреть обе трубки. Чтобы не испортить стол, детали я нагреваю в коробке или желобе из гофрокартона. Когда обе трубки станут пластичными по всей длине, кабель-канал надо будет ставить в трубку. Теперь собранную конструкцию полезно еще раз немного нагреть. Полезно заранее подготовить кусок ламината и струбцину, так чтобы они были под рукой. ПВХ быстро остывает и действовать надо без промедления. Нагретую деталь надо по возможности выпрямить на краю стола и прижать к столу струбциной через кусок ламината. Как видите, чтобы не обжечься, я держу нагретые детали руками в ХВ-перчатках. Для того, чтобы детали остывали медленнее, можно предварительно нагреть куски ламината. Аналогичные действия надо проделать и со вторым плечом. Как видите, плечо прогибается сильнее там, где оно уже. Поэтому самый кончик, носок плеча, я еще раз обжал через деревянный брусок. Придать форму носку плеча проще всего обрезать все лишнее болгаркой. Никогда не работайте без защитного кожуха. Заусенцы я убрал напильником. Слои ПВХ в носках плечей, еще их называют седлом, я проклеил. Но желаемого результата это не дало. Клей оказался слишком эластичным. Тогда я решил соединить слои ПВХ, расклепав их люверсом. Для начала полезно потренироваться на маленьком обрезке. Для установки люверса надо засверлить отверстие диаметром совпадающим с люверсом. В моем случае это 6-мм обрезок медной трубки. Вставить трубку в отверстие и развальцевать концы. Для развальцовки я использовал шляпки от саморезов. Думаю, все и так наглядно и интуитивно понятно. Вместо люверса можно с успехом зафиксировать слои ПВХ на концах плечей термоусадочной трубкой. Это проще, а можно слои не фиксировать. Потеряете пару процентов жесткости. Часть третья. Про рукоять. Никаких специальных пресс-форм я не использовал, все делал буквально на коленке. Как видите, нагретая ПВХ-труба легко режется ножом. Сделать плечи было несложно. Сложнее было собрать фасонную жесткую рукоять. Повторюсь, эта кривизна-древка нужна для того, чтобы полочка дрестрелы была соосно плоскости движения тетивы и при стрельбе древка лука не отклоняла стрелу. Это облегчает прицеливание и повышает точность стрельбы. При этом рукоять должна быть жесткой и не скручиваться. Для этого внутрь рукояти я загнал заранее выточенную форму, по которой рукоять я отформовал. Обжал нагретую трубу руками. Признаюсь, загнать до середины обрезка трубы эту короткую вставку было непросто. Как видите, даже пришлось использовать молоток и нагель. Однако, если не гнаться за максимальным уменьшением веса и сделать фасонную вставку на всю длину обрезка трубы,
то есть на длину рукояти, то загнать вставку в трубу будет значительно проще. По крайней мере, нагель вам не понадобится. Если в процессе работы трубка остыла и потеряла пластичность, ее надо повторно нагреть. И так требуемое количество раз. Внутреннюю поверхность изгиба удобно формовать другой трубкой подходящего диаметра. Сейчас концы рукояти можно предварительно подровнять, но окончательно их надо будет оформлять уже в сборе с плечами. На этом этапе угадать соосность будущих плечей все равно не удастся. Для того, чтобы соединить плечо и рукоять, надо нагреть рукоять, сдавить руками раструб ее трубки и запихнуть внутрь раструба плеча. При дальнейшем совместном нагревании плечо и рукоять идеально друг к другу прилягут. И это даже хорошо, что изначально они были одного диаметра. Часть 4. Про полочку. Чтобы сделать полочку для стрелы, потребуется обрезок трубы и 3 зубные щетки. Для начала надо из обрезка трубы не менее 10 см вырезать заготовку в виде буквы Т или буквы Г. Верхняя часть этой буквы будет полукольцом полочки, в прорезь которого вкладывается стрела, а нижняя ножкой, крепежом полочки к рукояти. Для того, чтобы образовалась прорезь, в которую в дальнейшем будут вкладываться стрелы, заготовку надо надеть на трубку большего диаметра. А чтобы отформовать ножку полочки, потребуется вторую часть соединить с рукоятью и разгладить руками ножку по ее форме, прижимая горячую ПВХ-деталь до ее остывания. Действовать придется обеими руками. Одной рукой удерживать полукольцо от смещения и размыкания, а второй поджимать рукоять к полукольцу, одновременно поджимая ножку рукояти, придавая ей форму той самой рукояти. Дело дошло до зубных щеток. Пришлось их купить. Отдал по 9 рублей за штуку. В данном проекте это самая дорогая деталь. Для того, чтобы при нагревании не повредить щетину, ее можно просто замотать скотчем. Теперь при помощи турбозажигалки нагреваем щетку, ждем расплавления и, уперев в ровную поверхность, загибаем, получая в результате полукруг. Теперь надо отделить все лишнее, и одна из 3 деталей со щетиной готова. Будьте осторожны, чтобы не повредить нож. Щетина удерживается в отверстиях алюминиевыми клипсами. Осталось готовые детали соединить маленькими шурупами. Часть 5. Про тетиву. Для изготовления качественной тетивы надо на большое мотовило размером с будущую тетиву намотать шнур. Я использовал остатки моего рыболовного шнура. И связать 2 конца. Получится одно замкнутое кольцо, сложенное несколько раз. Я рекомендую использовать улучшенный узел блат-нот с обратной намоткой. Затем, прямо на этом мотовиле, я рекомендую сделать обмотку тетивы для петель и только потом делать обмотку для всей тетивы, соединив все нити в один пучок. Для удобства изготовления обмотки я разработал шпулю с мягким стопором, из обрезка все той же ПВХ-трубы и бельевой резинки. Продемонстрирую работу. Лук оказался тугой, и чтобы тетива не резала пальцы, сейчас я буду делать второй слой обмотки. Все просто. Сначала надо намотать на шпулю требуемое количество шнура, затем зафиксировать намотку петлей из бельевой резинки.
При помощи обрезков изоленты фиксирую к тетиве поверх первой обмотки внутреннюю петлю обмотки, а свободный кончик просовываю в пипсайз, чтобы он не болтался и не мешал. Теперь ответственный момент. Надо начать обратную обмотку как можно плотнее. Никакого клея использовано не будет. Обмотка будет фиксироваться на самозатягивающемся узле. Когда слабина выбрана, дальше знай себе мотай до самого конца. Когда обмотка закончилась, оставшийся кончик надо продеть в первую внутреннюю петлю, вокруг которой совершена обмотка. Взяться за свободный конец этой петли и начать петлю затягивать внутрь обмотки. А так как в эту петлю продет конец обмотки, затягивая петлю под обмотку, вместе с ней затягивается и конец этой обмотки. Получится длинный узел, концы которого затянуты внутрь самого узла. Затянуть петлю будет трудно. Потребуется значительное усилие. И усилий потребуется тем больше, чем туже вы сделаете обмотку и чем длиннее будет ваша обмотка. Свободный конец петли оставьте подлиннее, чтобы было за что тянуть. Будьте осторожны, не порежьтесь об шнур. Из-под обмотки будут торчать два конца шнура, которые не могут повлиять на прочность узла. Их можно обрезать за подлицо. Я не встречал более аккуратной и надежной обмотки. Это обзорное описание тетивы, подробное видео я сделаю позже. И ваши советы и вопросы в комментариях помогут мне сделать его лучше. Сейчас я озвучиваю видео про то, как закамуфлировать такой лук и одновременно его усилить пропиткой из раствора полипропилена. Получился просто замечательный композитный лук. Если видео понравилось и вы ждете продолжения, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Я расскажу про мои можжевеловые луки, снимаю видео про мой блочник, про оригинальный навесной кивер. Рекомендую мое видео про изготовление простейшего горна из консервной банки и газовой горелки за 900 рублей. Жду ваших откликов, особенно советов и замечаний.